Рассмотрим карту плавания аргонавтов первобытного мира согласно Тимея Платона, Гекатея, Аполлония и Аномакрита, предоставленная для истории Греции. Этот мир назван первобытным, но судя по названиям, присутствующим на карте, можно сделать вывод, что на нем показана реальная картина последствий катастрофы, произошедшей в средние века. Эта карта изготовлена французским философом, историком и научным писателем Делилем де Салем в 1770 году для тома «Античная история» его книги «История человечества». Как следует из описания Делиль де Сале, он не был ни фантазером, ни выдумщиком, он занимался научным исследованием. Однако был обвинен в еретической деятельности, заключен в тюрьму, а труды его были уничтожены. Из описания этой карты Африка, Западная Европа и Аравия узнаваемы, современная Россия, Азия и Индийский субконтинент отделены друг от друга широкими океаническими каналами. Западная разведка еще не достигла северо-восточного побережья Азии, и поэтому показана предположительная округлая береговая линия. Скифия изображена как отдельный континент сам по себе, в то время как центральная Италия, обозначенная греческим названием Тиррения, является отдельным островом. Остров Новой Земли здесь обозначается как остров Тазата или Тасата. Это его первобытное название от реки Таз. Горы Атлас, так же как озера у истоков реки Нил, Шри-Ланка или Цейлон, идентифицируются по римскому имени Тапобрана. Названы несколько древних, крупных и средних городов, в том числе Экбатана, Вавилон, Беренис и другие. О реке Таз. Эта река в России протекает в Западной Сибири по территории Ямало-Ненецкого автономного округа, берет начало на Сибирских Увалах. Скандинавия показана также отдельным островом, и на ней написано «Предполагаемая Атлантида по Рудбеку». Слева от нее находится небольшой остров, на котором написано «Предполагаемая Атлантида по Байли». Южнее линия предполагаемого полярного круга. Пунктирные линии, огибающие Скандинавию с севера, показан путь согласно историческому Тимею. На других участках карты также пунктирные линии показаны пути согласно Аномакриту, Аполлонию через морской рукав, отделяющий Европу от Балканского полуострова. Англия подписана Касситериды по Страбону. Касситериды или Оловянные острова. О них кроме Страбона упоминали также Геродот, Диодор Сицилийский и другие. В Атлантическом океане напротив Европы показан небольшой остров, названный Гиперборея. Нам привычнее считать Гиперборею, располагавшуюся на крайнем севере, а Атлантиду напротив Европы в Атлантическом океане. На Большом Северном острове, обведенном зеленым цветом, написано «Киммерийцы» и «Скифы». Горизонтально, примерно по линии полярного круга, рифейские или скорее рифейские, от слова «риф» – горы, а выше их надпись «Первые люди нашего мира». Надпись «Peuple privé du jour» означает «люди с недостатком света, без света, живущие в сумерках». Это объясняется тем, что территория находится за полярным кругом, где зимой мало света, зато летом с точностью до наоборот. Почему-то старинные источники об этом умалчивают, как будто наблюдали это явление только зимой или, скорее всего, имели только зимнее описание этих мест. Надпись «Сэр Элингш». Если разложить «Сэр Элингрис», то получится это Ингры. Ингрия или Ингерманландия ныне расположена немного западнее и считалась ранее территорией Швеции. Хотя некоторые источники утверждают, что до шведов на их территориях жили русские люди. Похоже, что разница между шведами и русскими в те времена была более религиозная, чем этническая, или Ингрий раньше было несколько. Киммерийцы тоже по официальной версии проживали намного южнее тех мест. Сейчас считается, что так условно называли доскифские народы Северного Причерноморья Железного века. Но сейчас мы уже знаем, что скифы жили не только в Северном Причерноморье. Ранее Скифия занимала территорию большую, ну и, конечно, было это не тысячи лет назад. Следует отметить, что здесь мы не видим никакого ледникового периода. Судоходные пути открыты. По разным современным исследованиям, субтропический климат на севере держался до потопа начала XIX века. Ниже Скитии располагается территория Макрориенс или Макробианс.
В 11 томе в мемуарах Королевского института Франции есть такое, что макробианами называли раньше эфиопов. Но опять же современные эфиопы живут далеко от этого места. Происхождение эфиопов до конца не выяснено. Они не относятся ни к европеоидной, ни к негроидной расе, хотя имеют черты и тех, и этих. По современным исследованиям, Африка до 18 века была густо заселена античной белой цивилизацией, и негроидная раса там появилась позже. Тут вспоминается псаломная карта мира, о которой написано в статье «Тартария» – это Скифия, часть 5. На карте есть описание изображенных на ней монстров. В первом столетии нашей эры Плиний Старший рассказывал в своей естественной истории, что в Африке было много удивительных племен, в том числе нигро, чей царь имеет только один глаз, синамолги, у которых головы как у собаки, и ортобатита, которые блуждают как четвероногие дикие звери. Эти мутантные расы обязательно включались в карты Африки на протяжении всей истории. Все это можно отнести к подтверждению факта проведения масштабных генетических экспериментов в ту эпоху по созданию новых гибридных видов человека. Черное, Азовское и Каспийские моря вроде бы расположены на своих местах, только соединены широкими проливами, становясь таким образом одним водным пространством. Кавказ расположен там же, между Черным и Каспийским морями. Вот фотография: Кавказ и юг России из космоса. Если добавить сюда воды, то примерно так и получится, как на карте Десаля. Вся северная часть Сибири или западно-сибирская равнина показана залитой водой. На этой карте хорошо видно, как это могло быть. Что окрашено зеленым цветом, то оказывается под водой при поднятии уровня воды на несколько метров. Это географическая карта России. На оставшейся незатопленной территории Азии написано «Плато Тартария». Ныне это плато называется Среднесибирское плоскогорье. Город в северной части плато – Вавилон Атлантов. Еще один Вавилон, или напротив, самый первый Вавилон, описанный в Библии. Горы Имаис. Скифия располагалась по обе стороны этих гор, и ее части так и назывались западноевропейскими картографами – по эту сторону гор и по ту сторону гор. Ниже расположена надпись «Часть Асии, называемая древними Асией или Тавром или Имаисом». Ниже Тартарии на карте расположен внутренний и внешний Ганг. Индия показана отдельным островом, на нем написано «Полуостров Индия, затем отделен от континента». Если посмотреть на карту, можно даже увидеть, что это отсоединение произошло опять же по зеленой линии. На этом же фрагменте карты Десаля мы видим в Египетском или Индийском море еще одни касситериды или оловянные острова, согласно древних географов. Любили они запутывать народ близнецовыми географическими названиями, как будто фантазии им для названий не хватало. 5 Вавилонов, 12 Александрий – это только городов, а более мелких населенных пунктов вообще немерено. Здесь мы видим, что Балканский полуостров также отделен широким проливом от остальной части Европы. На нем написано «Морской рукав до Дуная», и по нему пунктирной линией показан путь мореплавателей согласно Аполлонию Родосскому. Название Греции еще не присутствует на карте, только Фракия, Македония, Самофракия и города Геллеспонд, это Афины что ли, совсем не там, где сейчас, и Иолк. Вместо полуострова Пелопоннес – Пелопоннесский архипелаг. Острова Сицилия, Крит и Кипр также показаны островами, как и сейчас. Но островом также считается и Италия, подписанная здесь как Фирения или Флоренция, а рядом с этим островом довольно большой остров, названный остров Атлантида, и на нем надписи «Корсика», «Сардиния», которые сейчас являются отдельными островами, но намного меньшего размера. А вот так выглядит этот район в наши дни. На этом изображении Средиземного моря из космоса также видно, по какой линии Италия могла быть отделена от континента. В общем-то, во всех трех случаях в Альпах, на Кавказе и Гималаях имеем схожую картину. Крутые южные склоны упираются в узкое, пусть не ущелье, но глубокую долину, отделяющую гору от остальной территории с южной стороны. Кстати, в Крыму также горы обрываются с южной стороны, деля таким образом климат Крыма на две части – теплый, влажный и мягкий в южной части, и сухой континентальный в остальной части Крыма.
Горы служат как бы барьером, задерживающим притекающие сюда холодный континентальный и арктический воздух, а море, являясь мощным регулятором тепла, смягчает климат прибрежной полосы. Смотрим последний участок карты де Сале. Возле группы островов возле западного берега Африки написано «Предполагаемая Атлантида согласно Турнесорту». Далее на этой же линии на западном побережье Аравии написано «Предполагаемая Атлантида согласно Байеру». На севере Африки расположены горы Атлас, они и сейчас там находятся, а в этих горах проживают берберы и почему-то амазонки. Амазонками раньше называли жен славянских воинов. Из доступных сейчас источников, в частности Страбон, следует, что Амазония размещалась в Сарматии на реке Танаис, нынче это река Дон. Фра Маура размещает Амазонию в среднем течении Волги, но мы уже привыкли к тому, что страны в древности двоились и троились, размещаясь в разных частях света. Самым известным примером является Индия. На западноевропейских языках индийцы или индейцы до сих пор пишутся одинаково. Ниже гор Атлас находится озеро Геспера, возле которого написано «Когда вода покрывает подножие господина Атласа». Правее него находится еще одно озеро, называющееся Тритон, а рядом с ним маяк Гесперид. Сейчас там никаких озер уже нет, и маяка уже тоже. А вот город остался, сейчас он называется не Беренис, а Бенгази. На месте Сахары написано «Злокачественные тропики», если использовать фривольный перевод, а по-научному это будет тропик рака. Но с северной частью Африки явно что-то произошло. Когда-то она выглядела вот так. Фрагмент карты Африки согласно древним авторам, обогащенная историческими заметками. Обратите внимание на количество рек и современное состояние этого региона. Такое впечатление, будто миллионы тонн песка высыпали сверху огромной полосой, засыпав и реки, и озера, и всю растительность не только в Африке, но и в Аравии и Южной Азии еще досталось. 200-300 лет назад люди писали о потопе, катастрофах, великанах, драконах, псеглавах и тому подобном без намека на шутку или розыгрыш. Все это мы читаем в книгах 17-19 веков различных авторов, причем не художественных, а научных и документальных, исторических, географических, энциклопедических. Так немецкий ученый-энциклопедист Петр Симон Паллас, 6 лет проведший в России, в том числе и в Сибири, исследуя там растительный и животный мир, прежде всего с позиции его пользы для производства и получения прибыли, и также полезные ископаемые, старые заброшенные шахты, рудники и металлургические заводы, делает такое описание. В результате раскопок в поисках минералов возле ручья Колчеданка в 20 верстах от кузницы на глубине нескольких туазов, один туаз около 2 метров, под дном и сети в глинистой черно-пышной земле и над слоем белой глины было обнаружено много кусков разбросанной древесины, почти превратившейся в уголь, и обильно смешанной с сернистыми пиритами. Говорят, во время раскопок были обнаружены крыши некогда существовавших в этих местах домов. Кости слонов были найдены в 2 разных частях этой местности. В нижней части крутого берега рва, который сухой, несколько выше раскопок, мы видим голубую глину, песчаную и твердую, в которой мы находим куски дерева, превратившиеся в угли, прорезанные жилами пирита, с костями слонов, гнилыми и почерневшими снаружи. Очень примечательно то, что там присутствуют также зубы акулы всех видов форм и размеров, имеющие голубовато-черный цвет. Паллас сделал свое описание в XVIII веке. Он называет мамонтов слонами. Но из его описания становится понятно, что они пролежали в земле вовсе не миллионы и даже не тысячи лет, а возможно всего лишь несколько десятков, так как деревянные крыши разрушенных домов, найденные в тех же слоях земли, что и кости мамонтов, еще не успели полностью разложиться. Причину катастрофы он видит в перевороте земли. Николас Вицин, описывая последствия катастрофы в Голландии, пишет, что о ее причинах можно лишь гадать. Встречаются там и маленькие ракушки, несколько похожие на ракушки святого Иакова. Все они теперь здесь не встречаются, но обычны для Ост- и Вест-Индии. О том, как эта морская живность и слоны попали так глубоко под землю во время всемирного потопа или при другом наводнении, перевороте земли или нарастании ее слоев, можно лишь гадать.
Следует отметить, что если эти животные утонули, то, вероятно, пошли бы ко дну и тогда не приплыли бы так далеко. То есть в Голландии находили то, что обычно водится в Ост-Индии, современная Индия, и Вест-Индии, Карибские и Багамские острова. Интересно, что годы жизни де Лилля де Салля 1741-1816 практически совпадают с годами жизни Петра Симона Палласа. Николас Вицин родился ровно на 100 лет раньше них. Так что же это такое? Очередное матричное совпадение? Это размноженный один и тот же человек? Или, возможно, это связано с тем, что многими исследователями писалось тогда по свежим следам еще недавней катастрофы?